мы прибыли к отелю Titanic Beach, пока нас пропустили на входе. Очень удивились, что Нет, не удивились, но вот такой тут прикольный клумб. И мы идем на ресепшн. Посмотрим, заселят ли нас вообще по этому сервису бронирования. Zen Hotel. Первый раз имеем с ним дело, поэтому его знает, как оно. Денежки сняли, почему нас не заселят? Ну, денежки с карты, да. С карты денежки ушли, конечно. А что будет в самом отеле, мы не знаем. Поэтому вот так же вместе с вами поднимаемся. Отель 5-звездочный, сети Титаник на первой линии. Поэтому даже любопытно. Что? Попросили паспорт, проверяют. Пока все нормально. Посмотрим. Как всегда, первое впечатление от отеля неплохое. Вроде нас заселяют, и нас пригласили на завтрак. Тась, а где завтрак-то? Мы даже не знаем пока, где завтрак проходит, но вот сейчас и прям ищем. Нас пригласили на завтрак, потому что мы пришли раньше времени заселения. Вроде как заселение нам сказали, что с 14 часов, но посмотрим. Сейчас позавтракаем, но мы без браслетов. Но он сказал, не надо. Да, он сказал, не надо. И что у нас тут на завтрак вообще в отеле? Булочки. Неплохой выбор. Дальше у нас делают яичницу, глазунью и омлет. Вот. Есть круассаны, которые по ходу... тут пончики пекут. Правда, они тут кончились. Да и круассаны тут пекут тоже. Кстати. Некоторый выбор фруктов в отеле. С одной и с другой стороны. Йогурт и сыр. Здесь мы имеем яйца, картошку, фасоль, сосиски говяжьи, сосиски куриные, помидоры под сыром, овощи, рис. Хлеб, микроволновка для разогревания. Горячейшие пончики, только с печи. Прощай, фигура. Прощай, фигура. Ну, тут, конечно, вот это респект и уважуха. За то, что кроме обычных булочек, они еще пекут прямо здесь круассаны французские и пончики. Все как бы неплохо. Пока. Да. Тут вот есть напиток с мятой. Друзья, с вами канал «Хочу на море», и мы находимся в отеле Titanic Beach Resort. Вот такой у нас ресепшн, не слишком помпезный, но как и у всех «Титаников». Есть проходы направо-налево. С правой стороны проходы ведут в основном в корпуса над ресепшн. С левой стороны там целая зона, которую мы отдельно будем исследовать. И как и в «Титанике Рояле», обзоры на который есть у нас на канале, у нас тут такая стилизованная под «Титаник» лестница, которая выводит нас на территорию. Территория, не сказать, что прям очень большая, но и не маленькая. Вот мы только приехали, и я практически вместе с вами ее исследую. Есть тут много места, где посидеть. На ресепшн мы еще вернемся для того, чтобы посмотреть, какие там бары находятся. Тут есть бассейны. Тут царство бассейнов. Вот этот бассейнчик, он теплый. Но, что скажу, температура воды, ну, такая. Не 27, градусов 26, наверное. Не больше. С этой стороны бассейн холодный. Значит, смотрите,
Бассейн назвать идеально теплым, 30-градусным, ну, никак нельзя. 26-27 приблизительная температура. Но плавать можно. С учетом того, что сейчас жарко, тут нормально будет. Более-менее. Мы обязательно еще потом поплаваем. Вот это опять же, как и в Titanic Royal, примерно, рояль. Центральный эскалатор, поднимающийся наверх. И вот этот второй этаж, он соединяется вместе с зоной ресепшн. И здесь вот только что закончился завтрак, даже еще не закончился. Вот такой островок, с которого вроде как дальнейшего выхода нет. Но я вам скажу, людей здесь достаточно. Людей много. И в отличие от дешевых и не лакшери отелей, Титаник загружен, можно сказать. Достаточно плотно. Здесь, в этом же теплом бассейне, еще зона стилизованная под песочек. Даже голубь оценил все это великолепие. Да, туристов тут достаточно. Виднеются вот эти вот а-ля карт ресторанчики, какой-то японский, наверное, гриль, итальянский и китайская еда. Слышна немецкая речь, английская речь, восточноевропейская речь. Барчик с воды, вон, имеется. Совмещен с сухопутным баром. В основном вся территория Titanic Beach Resort, она вот между этими двумя корпусами. Это основная территория. И, кстати, вот этот бассейн, наверное, уже холодный. Да. Только один бассейн теплый. Вот такие вот у нас тут номера, выходящие на первом этаже. Прямо на садик. Ну, симпатично, симпатично. Зелени не прям так уж, чтобы очень много было, но достаточно. Сейчас, кстати, есть переодевалки, change room, туалеты прямо на территории. Все чисто, все аккуратно, ну, как у всех Титаников, соответственно. Чем-то напоминает отель Golden Beach, но только немного поменьше растительности. Через бассейны мостики. Вот мы. Потихоньку приближаемся к аквапарку и пляжу. На удивление, достаточно много туристов. Интересно, почему нас и не селят сразу с утра? Поверьте, отель пользуется популярностью. Не только у туристов, но даже вот и у этих товарищей. Классно, конечно. Суперски.
Аквапарк. Люди пользуются аквапарком. Интересно, подогревается ли бассейн в аквапарке? Вообще ли подогреваемый аквапарк? Горки есть интересные. Работают ли все? Вопрос. Но интересные горки есть. В таком случае вот такой плюс-минус детский уголок. Сейчас потрогаем воду. Холодная. Ну, короче, остальные, скорее всего, ну как холодная. Уже с учетом середины марта, ой, даже почти под конец марта, она уже не холодная. Вот это типа взрослая зона. И вот этот рафтинг не работает почему-то. Те две зеленые горочки работают. Куча лежаков. Опа. Тут крутой бассейн с искусственной волной. Вопрос, есть ли она? Вот там еще горка. Качели туда-сюда есть. И... Кстати, аквапарк, он на 2 отеля работает. Забыл сказать, что здесь еще есть отель рядом, Титаник Палас. При этом скажу, что пользоваться полностью всей инфраструктурой можно, проживая как в одном отеле, так и в другом. То есть фактически здесь одна территория, не только аквапарк. Вы можете пользоваться ресторанами отеля Титаник Палас, барами отеля Титаник Палас, имея браслет Титаник Бич, и инфраструктурой всей, в принципе, тоже, бассейнами, без проблем. Это официальная информация с ресепшн. Об этом лично я конкретно спросил. И мне дали конкретный ответ. Главный менеджер. Так, приближаемся к пляжу. Что у нас тут? А тут у нас футбольное поле. Желающие поиграть в футбол могут поиграть. А также волейбольная площадка и, собственно, пляжик. Ну что сказать о пляже? Этой части Хургады без понтона не обойтись. Инфраструктура пляжа неплохая. Лежаки, ветрозащита присутствует, зонтики в нормальном состоянии. Ну, как раз отлив. Море вы видите. Веселое. Здесь как бы немножко разделен, конечно, пляж. Вот эта часть Титаник Бич. Следующий кусочек Титаник Пэлас. Ну, без разницы. Пользоваться можно и теми, и теми. Вот такое вот тут море. Ну, когда будет прилив, будет по колено. А мы сейчас, наверное, прогуляемся все-таки по пирсу. Как там с заходом моря и с глубиной? Потому что плавать-то хочется. А брести по колено по кораллам очень далеко, не очень здорово. Вот мы пришли, и дальше не пройти. Очень, кстати, странно. Тут есть какие-то рифы. Почему закрыли дальше? Непонятно.
Но проплыть сюда можно. Водичка чистенькая. Рыбки, скорее всего, будут там присутствовать, потому что граница кораллов. Но дальше движение по пирсу закрыто почему-то. Конкретно закрыто. Вот так вот выглядит отель с пирса. Ну, пирс, конечно, большой. Метров 300 железно. Причем такой изогнутый весь. Буквально только несколько зон для купания. Одна, и то на мелкоту. Но это все из-за отлива. Такой тут подход к морю. Один, два, 7-1 туда. Идем дальше, дальше, дальше. Отель реально построен как палубы на корабле. Друзья, сделаем быстро обзор номера. Вот такой вот номер нам достался. 1261. Заходим сразу. Хороший шкаф с кучей вешалок и дополнительным одеялом. Во второй половине просто полки. Все чисто, кстати. Сейф бесплатный. Бар. Кстати, вот это вот нам принесли сейчас бесплатно. Спрайт маленькая и кола в холодильничке. Значит, заходим в ванную комнату. Санузел ничего такой. Работает. Вытяжка работает, зеркало неплохое. И смотрите, какая душевая кабина классная. Вообще полотенчика лежит. Там полотенце есть. 2 штуки. Так, что у нас здесь? Ага, вот они. Мыльные принадлежности. Еще одно полотенце. Туалетные бумаги есть. Заходим сюда. 2 у нас отдельных кровати. Ну, ничего, такие мягенькие. Тумбочка, розетки, телефон. Диванчик, столик. Телевизор. Рабочее место, чайник, кружки. Шуфлядки. Место для чемоданов. Номер такого среднего размера. Вот. Вроде все чисто. Кондиционер, соответственно, тоже есть.
балкон есть, и мы выходим на балкончик. Вот такой вот у нас открывается вид. Мы находимся где-то посередине между ресепшн и морем. Вот этот бассейн, который тут к нам ближе всего, он, конечно, холодный. Но есть лежаки, на которых можно загорать. В принципе. Почему бы и нет? Ну, ничего. Ничего плохого не могу сказать. Очень даже неплохой номер. Возвращаемся. Таисия Васильевна, как вам? Как тебе номер? Все хорошо. Мне главное, вот там душ такой вот большой, вместительный. Не надо ютиться. Это классно. Да, Шампуньки да, там есть. Нам, девочкам, все принадлежности есть. Комната большая. Ну, мне нравится. Хорошо все. Все хорошо. Все, да. Я ж не придирчивая. Рум-тур закончен. Да. Все нормально, все отлично. Да. Друзья, в отеле в номере есть Wi-Fi. И он вроде как бесплатный. А вот это у нас ресторанчики. Видимо, а-ля карт. Итальянский, китайский, гриль. Какой-то еще вон. И самурай сверху. Что это? Или ресторан, или просто какая-то кафешка. Ну как, балдеж? Вода божественная. Вообще тепло-тепло, классно. Вот какая температура воды, такая же температура воздуха. Выходить вообще легко. Классно. Температура, напомню, здесь градусов 20. 30, наверное. 7, Ну, если там 28. 30, да, то тут 28 где-то. Чуть меньше. вообще супер. Итак, обед в отеле Титаник Бич. Здесь у нас пекут рыбу. Правда, сейчас вот готовой пока нету. Здесь рыбку делают. Но да, рыбка. Рыбка это, кстати, вот эта болти, походу. Нильская. Пресноводная. Так, слева и справа у нас тут дублируется все это дело, поэтому посмотрим в одном месте. Паста Стейшн. Хлеб. Суп. Один вид. Мусака. Какие-то макароны. Овощи. Вот что-то из курицы. Фаршированная. Фаршированная курица. Гуляш из говядины. Овощное рагу и рис. Тут жарят картошку фри сразу. Вот здесь вы ее набираете. Дальше разные пирожные. Выглядят неплохо. Наверное, по вкусу тоже неплохие. Вот они тут продолжаются. Из фруктов яблоки, апельсинчики, финики, дыня. Вот это, в принципе, все. А вот это типа детское меню. Тут фалафель есть какой-то, макароны, картошка фри, Kids Corner. Ну и уголок с двумя кофемашинами, чаем, кофе, пивом, алкогольными напитками и соками, и фантами. Ну вот и все. Мест, в принципе, хватает. При желании можно уже присесть. А вот тут еще есть какая-то ерундень. Не острая? Из что-то печеночное, наверное. Здесь соленья, салаты свежие, овощи свежие. Вообще какие-то прикольные штучки. Баклажаны, соусы, кетчуп. Опять тут соленья египетские.
Ну, что сказать об обеде отеля «Титаник Бич». Все вроде хорошо. Есть красное и белое вино. Все дела. Виски, кола, потанцуем. Все вроде бы вкусно. Но разнообразия мало. Ну, для пятизвездочного отеля может быть. Но это обед. Посмотрим, всегда ужин выигрывает. Обед, вам нечего тут наедаться. Но, в принципе, все есть. Все есть. Например, курицу я не нашла, не знаю, она где-то есть и где она. Ну, кончилась. Принесут сейчас. Мы еще второй заход сделаем. Ладно. Все. Ваше здоровье. Будьте здоровы. И чтобы вам отдохнуть в этом отеле. В принципе. Удачи. Удачно. Ну и вот зона аквапарка отеля. А вот это у нас аквабар. Детская зона. Шикарная детская зона. Ну, не супер-пупер прям аквапарк, но для детей вполне себе суперски. Это там мелюзга здесь визжит и катается. Им нравится. Пока искусственной волны не видели, но, возможно, она есть. Водичка холодная, не подогреваемая, но в принципе нормально. Ух ты! А вот тут, друзья, прям рафтинг с волной. Класс! И вот этого я не ожидал здесь, а ты? Ну да. Прикольно! Прям такой работающий, я впервые вижу это. Вот смотрите, что вы можете здесь. Чем можно здесь развлечься. Ой, здесь есть чем. И реально тут есть чем. Что скажешь? Ухо и щита. Да, прикольно. Друзья, вот этот вот бассейн, вроде как с волной, он теплый, температура точно не меньше, чем 29-30 градусов. И вообще тепленький. Так что это еще один бассейн в аквапарке, который теплый. Принадлежащий обоим отелям спа-салон на ремонте. То тренажерка у нас переместилась в летний амфитеатр.
И вот так вот она выглядит. Тренажеры здесь неплохие. В принципе, если кому-то надо, можно этим делом воспользоваться. Единственное, чего не вижу, тут беговой дорожки. Ух ты! Аж Я 3. просила 2, а мне сделал вообще еще один коктейль. Я у него не просила. Какой-то, да? Да, какой-то очень странный коктейль сделал. Алкогольный? Алкогольный, да. Ты сказал, очень крутой коктейль, попробуй. Я боюсь пробовать. Да. Ладно, сейчас будем пробовать. Ну, какие-то они зеленые. Ну да. Как вам коктейль, Таисия Васильевна, на баре? Нормально. Пойдет. Пойдет, такой сладенький. Сладенький. Алкоголя мало тут, конечно. Но пойдет. Чуть-чуть алкоголя, вообще просто сильно-сильно чуть-чуть алкоголя. А так нормально, какой-то синьки налили, вроде ничего. А это ужин в отеле «Титаник Бич». На ужин у нас есть креветки и есть ростбиф. Посмотрим, что еще там у нас внутри. Мохито, алкоголик, коктейль. Какие-то египетские сладости. Прикольные. На ужин есть мороженое. Итак, что у нас еще на ужин? Внутри хлеб и супы. Прозрачный овощной, прозрачный. И суп из морепродуктов. На ужин есть пицца кусочками порезанная, картошка фри. Есть дыня, апельсины, бананы, яблоки, клубника. И апельсины порезанные. И сладости. Целые торты стоят, пирожные. Египетские сладости. Паста стейшн. Также уголок здоровой пищи с курицей на пару. Рис, курица, фасоль. Овощи на гриле. Тут какой-то бурый рис. Лазанья, картошка и овощи. Вообще большой стол с этими салатами египетскими. И они еще так украшены неплохо. Подача у них такая интересная. И стол со свежими овощами. Тут пекут египетские лепешки. Это ужин в отеле «Титаник Бич». Креветки на гриле, говядина, курица и картошка фри. Все вредно и вкусно. Короче, ужин Таисе Васильевне понравился. Мои любимые креветки, я их обожаю, конечно. Мясо и вот такая говядина, как отбивнушечка. Мясо на ужине море разного. Еще вот такое мяско, говядина вместе с пиццей. А это наш лобби «Титаник Бич».
Друзья, на территории аквапарка имеется Kids Club. Сейчас вечер, и он закрыт, но вот его время работы. Вот так он выглядит. Друзья, это Kids зона отеля Titanic Palace. Вот такие вот тут горки, аттракционы для детей наряду с аквапарком, который вот буквально рядом. Есть еще даже детский бассейнчик. Интересно, он теплый или нет? Ну-ка, проверь, пожалуйста. Как думаешь, теплый? Думаю, нет. Я тоже думаю, нет. И он не теплый. И он не теплый. А так как он под крышей, так он еще и не сильно-то, я думаю, будет прогреваться от солнца. Ну, хотя бы место для детей есть. Друзья, вот это вот игровая зона в отеле. Есть боулинг, есть разные детские. Ну, то же самое было и в отеле Титаник Рояль. Это фишка Титаников. Игровые зоны. Так что детям за дополнительную плату есть где разгуляться. И ваши кошельки немножко подчистить. Вот, друзья, мы выселились из отеля Титаник Бич. Вот. И браслеты с нас, кстати, не срезали. Очень странно. Вот. Можем вернуться обратно. Да, можете идти и гулять. Номер мы сдали уже. Времени у нас особо нету. Вот. Вот такая вот еще напоследок панорама с ресепшн, с лобби на всю территорию отеля. А мы сейчас попьем водички вот тут, кстати. Водичка, на удивление, оказалась вкусной.